Привет! Добро пожаловать! Это видео на русском. Если вам нужны субтитры, включите их здесь. Сегодня я хочу поговорить об очень интересной теме. Как мы обращаемся к незнакомым людям на русском? Эта тема интересная, потому что я не могу просто ответить на этот вопрос и дать вам один вариант. Есть много нюансов. Я хочу поговорить об этой теме, потому что, во-первых, я часто слышу этот вопрос от тех, кто изучает русский язык. Во-вторых, недавно я смотрела одно шоу, в котором обсуждали эту тему, и я решила, что я могу показать вам эту часть видео и объяснить, что там происходит, а также дать больше информации по теме. Ну что, давайте посмотрим видео. Так, ну что, я в последнее время часто задумываюсь о том, что в последнее время у женщин случилось со словом «женщина». Итак, дам вам небольшой контекст. Это шоу, в котором 4 девушки обсуждают жизнь, шутят о каких-то проблемах, делятся своими мыслями. Варвара спрашивает, что у женщин случилось со словом «женщина». На самом деле Варвара говорит об обращении к женщине. Обращение – это то, как мы называем человека, с которым хотим поговорить. Или чтобы привлечь его внимание. Дело в том, что сейчас в русском языке нет нейтральной формы, как мы можем это сделать. Я уверена, вы знаете такие слова, как товарищ, господин, госпожа. Может быть, вы знаете гражданин, гражданка. Но эти слова, эти варианты обращений не нейтральные варианты. Единственный нейтральный вариант обращения к незнакомому человеку – это обращение без обращения. То есть просто извините. Но люди часто используют слово «женщина» или «мужчина», когда хотят обратиться к незнакомому человеку. Давайте послушаем, что говорит Варвара дальше. Почему все оскорбляются, когда их называют женщинами? Почему все оскорбляются, когда их называют женщинами? То есть Варвара говорит о том, что женщинам не нравится, когда к ним обращаются женщина. И далее она рассказывает историю со своего концерта. У нас там шел какой-то концерт женского форума в каком-то городе, и кто-то что-то сказал, какая-то женщина в зале начала угорать чайкой. И я говорю, Оля, перестань, пожалуйста, там женщина умирает. И женщина просто перестала угорать и сказала, я не женщина. Женщина ответила, я не женщина, чтобы показать, что ей не нравится такое обращение. Я говорю, а кто? Она говорит, я девушка. Я вам сказала, что люди часто используют слова «женщина», «мужчина», когда обращаются к незнакомым людям. Это невежливая форма, это некорректная форма обращения, но так как других вариантов нет, люди так говорят. Но есть еще формы девушка и молодой человек. Так обращаются к молодым людям. Но как решить, перед тобой молодой человек или нет? Это субъективно.
Согласитесь? Поэтому женщина из зала ответила: «Я не женщина, я девушка». Поверьте мне, это случается очень часто. И это неприятная ситуация. И перед тем, как я расскажу о других вариантах обращения, давайте посмотрим один смешной момент из этого шоу. У меня еще такой кризис не начался, чтобы меня женщина оскорбляла. Я вообще... Меня чаще обижают, что меня молодой человек называют там. Да, ситуация неприятная. Итак, возвращаемся к теме. Правильно обратиться к незнакомому человеку: «Извините». «Извините, это станция Арбатская?» «Извините, где здесь остановка?» «Извините, вы не знаете, где музей?» Или вы можете использовать обращения, которые используют носители, такие как женщина, мужчина, девушка, молодой человек. Но я бы посоветовала для женщин всегда использовать слово «девушка», даже если перед вами бабушка. Во-первых, так вы можете избежать неприятной ситуации. Во-вторых, сделать небольшой комплимент женщине без прямого комплимента. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у меня есть подкаст на русском. Он называется «Русский блин». В этом подкасте мы с моей коллегой Ириной на аутентичном русском говорим о жизни, о языках, о русской культуре. Доступны субтитры. Также для патронов подкаста доступен разговорный клуб. Подробности в описании. Присоединяйтесь. Но что насчет других вариантов обращений? У нас есть формы господин, госпожа. Это очень формальные обращения. Их чаще используют в официальных документах. Если вы женщине в метро скажете «госпожа», она ничего вам не скажет, но подумает, что вы псих. Обращение «мадам» тоже использовалось раньше, до революции, но сейчас тоже такой вариант прозвучит странно. Следующее слово, которое знают все, это слово «товарищ». Все знают, что это слово ассоциируется с коммунизмом. Кстати, интересно, что раньше это слово использовалось для обращения и к мужчине, и к женщине. Сейчас тоже этот вариант звучит странно, если только это не сарказм. Также у нас есть формы гражданка, гражданин. Эти слова сразу заставляют думать о полиции, о тюрьме, о суде. Например, у вас конфликт с соседом, вы вызвали полицию, полицейский пишет протокол, гражданин Иванов написал нецензурное слово в лифте. Гражданин Смирнов сделал замечание и так далее. Ну и так как эти слова используются в этой сфере, в обычной жизни гражданин, гражданка тоже звучат странно. И, конечно, если вы хотите обратиться к знакомому человеку, эти слова не нужны. Вы просто используете имя, отчество, если обращаетесь на «вы», ну или полное имя, если вы не знаете отчества. А если вы обращаетесь на «ты», вы используете имя, обычно неформальную форму. Продемонстрирую на
моем имени. Формально ко мне можно обратиться Наталья Дмитриевна или Наталья. Неформально Наташа. Это все на сегодня, и я надеюсь, что это видео было полезным для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а также смотрите другие мои видео. Все, увидимся, пока-пока.